У нее больше не осталось слез. Тело избито, одежда разорвана, но самая глубокая рана внутри. Амелии Роудс было 24, и в одну ночь она потеряла все – веру, родню, надежду. Ее зять, Джоэл, пообещал ей работу в соседнем городе. «Немного подзаработаешь, поможешь себе и моей жене», — говорил он. Но вместо работы была ловушка. Джоэл продал ее торговцу людьми, человеку по имени Маркус Грейн. Хуже всего было то, что ее сестра Бет поверила мужу. Не усомнилась, не защитила. Просто отвернулась. Связанную Амелию увезли ночью в старом фургоне. Она не знала, куда и зачем. Когда фургон замедлил ход, она вырвалась, выпрыгнула прямо на камни, разбивая колени в кровь. Боль обжигала, но страх и предательство гнали вперед. Она бежала, пока не увидела пустую равнину. Трава хлестала ноги, солнце палило кожу. Каждое дыхание давалось с трудом. И тогда силуэт на лошади у ворот ранчо. «Пожалуйста, сделайте это быстро», — прошептала она, падая на колени. Но вместо выстрела — тишина. Мужчина спешился. Его звали Джейден Холт. Когда-то он был шерифом, человеком закона, но много лет назад бандиты убили его жену и сына. С тех пор он жил в одиночестве на своем ранчо под названием Риверхолл, избегая людей и крови. Теперь перед ним лежала девушка, избитая, сломленная, но живая. Он разрезал веревки, прижал к ране на ее ноге свой платок и поднял ее на руки. «Не убивайте меня», — шептала она. «Тебя уже пытались убить», — ответил он тихо. «Больше не позволю». Он принес ее в дом, дал воды. Она пила жадно, словно вернулась из пустыни. И только тогда прошептала: «Меня продала собственная семья». Джейден молчал, но его взгляд стал стальным. Он знал, кто стоит за этим. Имя Маркус Грейн было знакомо ему с давних времен. Когда-то Джейден пытался его арестовать, но тогда потерял семью. «Значит, ты не поможешь мне», — сказала Амелия горько. «Нет», — ответил он, — «теперь я не отступлю». Он достал из ящика старый значок шерифа, тот самый, что клялся больше не носить. «Если этот человек купил тебя, он придет за товаром. Мы заставим его прийти, и на этот раз уйдет он в кандалах». Амелия не верила, но впервые в ее глазах появилась искра. Ночь перед ловушкой была тиха. Джейден подготовил все. Редкие лошади стояли у ворот, фонарь горел, приманка для Грейна. В темноте затаились маршалы, готовые действовать. Амелия стояла у амбара, сжимая дверь, когда вдали появились всадники. Впереди Маркус Грейн, позади него Джоэл и Бет. Когда Грейн спешился, его голос прозвучал холодно. «Где она?» «Здесь», — ответил Джейден, выходя вперед. «Но ты пришел не за женщиной. Ты пришел в ловушку». Все произошло мгновенно. Лошади, освобожденные Амелией, взбесились. Выстрелы, крики, пыль. Маршалы выскочили из тьмы. Грейн пытался стрелять, но его люди пали первыми. Джоэл бросился бежать, но его схватили. Бет стояла в стороне, побелевшая, не в силах говорить. Когда все стихло, Грейн лежал в грязи, скованный железом. Бет подошла к Амелии. «Прости, я не знала», — шептала она. Амелия посмотрела на нее долго, потом тихо сказала: «Я не ненавижу тебя, но я больше не позволю тебе решать мою судьбу». Маршалы увезли Грейна и Джоэла. Джейден стоял рядом, держа руку на перевязанной ране. Одна пуля все же задела его. Рассвет накрыл Риверхолл золотом. Амелия смотрела вдаль, где небо соединялось с землей. «Вы спасли меня», — сказала она. «Нет», — ответил он, — «ты спасла себя. Я просто помог не дать злу победить еще раз». Она улыбнулась впервые. Новое солнце означало не конец, а начало.